В Москве наступил настоящий оркестровый бум. 23 оркестра работают в столице. Это больше, чем в любом другом городе на Земле. Но останавливаться на этом музыканты не собираются. 13 сентября миру был представлен новый коллектив – молодежный симфонический оркестр СНГ. Три города – Астана, Душанбе и Москва – соперничают за звание родины нового оркестра. Впервые идея стала реальностью в ноябре прошлого года на форуме интеллигенции в Астане. Тогда молодежь выступала под руководством Фуата Мансурова. Нынешний коллектив, собранный в Москве, можно считать оркестром второго созыва. За разработку идеи взялась Московская филармония. Здесь был конкурс, нужно было отсылать записи. В результате были отобраны 98 музыкантов из 12 стран СНГ – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Оркестранты приехали, остальные были в сборе. Флажки в тот вечер были везде, не только на пультах музыкантов и в буклетах, но и у входа в большой зал. Послы нескольких государств прибыли сюда не только по долгу службы. Двое из них, представители Азербайджана и Армении, сами профессиональные музыканты. Молодежный оркестр СНГ доказывает, советские традиции возвращаются на глазах. Впрочем, без прежних бюрократических помех. Например, никто не отслеживал, чтобы представителей разных стран было поровну. Но, как и в былые времена, оркестру предстоит обязательное турне по бывшим союзным республикам. 16 числа мы уезжаем в гастрольный тур по странам СНГ. И мы будем в Баку, в Душанбе, и в Алмате, и в Бишкеке. Я мечтаю, чтобы вот эти молодые люди навсегда запомнили вот эту командировку в кавычках. Репертуар тоже подобран в советских традициях. Помимо Штрауса, Бетховена и Рахманинова прозвучат «Молодость Таджикистана» Хикматова и симфонический «Кюй» Рахмадиева. Участники оркестра СНГ, которые немногим старше собственных государств, успевают пообщаться, посмотреть ночную Москву и посоперничать друг с другом. Каждый друг друга пытается переиграть, естественно, и за неделю из этого оркестра, скажем так, из этой кучи народу сделали хороший, качественный оркестр. Дирижер Юрий Симонов на вопрос, чем отличается молодежный оркестр от взрослого, ответил: Ничем не отличается. Такие же рассеянные, невнимательные люди, как и взрослые. Также забывают, также приходится по 10 раз говорить одно и то же. Но это нормально. Просто у них есть преимущество перед музыкантами, так сказать, поколения старшего, потому что им не надоела еще музыка. Они еще пытаются себя в ней найти. В последние годы классическая музыка все активнее вмешивается в политику. Концерт Валерия Гергиева в Цхинвале стал главной темой новостей по всей планете. Арабо-израильский оркестр Даниэля Баренбойма, где вместе играют палестинцы и израильтяне, выступал по обеим сторонам военных кордонов. Не секрет, что и молодежный оркестр СНГ призван скрепить содружество в не самые легкие для него времена. Ведь оркестр, как известно, модель общества. Здесь тоже сотрудничество и тоже соперничество в достижении своих целей. Здесь похожие проблемы. Фальшивая нота тромбона в концертном зале равносильна теракту. И все-таки устройство оркестра – лишь утопия, недостижимая, да и ненужная реальному обществу. Хороший оркестр – это абсолютная монархия. Диктатура дирижерской палочки здесь превыше всего. Впрочем, это не помешало оркестрантам вести свои политические игры. Я буду концертмейстером, когда мы будем играть в Алмате. Я представитель Казахстана, соответственно, там сяду. Это принцип, да, это принцип. Ну, не то чтобы это принцип, но в этом есть своя такая, скажем, музыкальная политика. Громкое имя обеспечило оркестру СНГ внимание телеканалов и государственных мужей, но в конце концов оркестр хорош не тем, как его назвать, а тем, как он играет. И главное, что удалось Юрию Симонову и музыкантам за 8 дней репетиций – слепить единый музыкальный организм, способный звучать по-настоящему. Искусство должно быть над политикой. Искусство не должно выражать политику, оно должно быть как-то
Но это как на уровне дипломатических представительств, это как персона неприкосновенная.